Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Гарри Стайлз выпустил новый альбом Harry's House. Прошло уже 5 дней, и я понимаю, что я, скорее всего, самый последний, кто еще не выпустил на него рецензию, обзоры, реакцию, что там еще люди могут выпускать. Объясню. Последние несколько дней я был в небольшом отпуске в путешествии в Норвегии, где, собственно, я и смог послушать новый альбом Гарри Стайлза, поэтому у меня это, знаете, такой полный экспириенс интересный. Более того, мне удалось послушать альбом в домике, который, я не знал, то есть никакой у меня корреляции не было, но в домике, который, просто максимально похож на то, что Гарри изображает на мерче, на выступлениях, то есть такой мой маленький Harry's House. Зато у меня было время послушать альбом, проникнуться им. Я послушал его один раз, будучи в Норвегии, один полный раз в самолете, потом уже, как обычно, я сижу с блокнотиками, с заметками, слушая, знаете, ухом критика. И сегодня был у меня еще финальный полноценный экспириенс альбома под дождик в летнюю такую погоду. Поэтому я считаю, что мое ревью на данный момент полноценно, все то, что я могу сказать. Да, поздно, но надеюсь, хотя бы парочку из вас посмотрит этот ролик не потому, что он вышел в числе первых, а потому что это мое мнение и обзор. Все как обычно, трек по треку, немножко каждый обсуждаем, и потом выводы по альбому. Будет явно интересно, потому что альбом оставил неоднозначное мнение как у критиков, так и у слушателей. И да, небольшая ремарка. Да, если вы фанат Гарри Стайлза, фанатка, вы знаете, что альбом слили месяц назад. Свое мнение об этом я высказывал неоднократно в своей телеге, которая называется Showbiz, или же PS Music, так же как мой канал. Я ни в коем случае не виню никого, кто слушал эти сливы. Более того, я бы сам их послушал, у меня просто не было времени. И хочу напомнить, что сливы это плохо, это неприятно, но это проблема менеджмента, а не фанатов, которые слушают материал, который уже есть в интернете и удалить который невозможно. Ну а мы поехали, открывает альбом песня Music for the Sushi Restaurant. Я считаю, что это просто замечательный и эпичный старт альбома. Эта песня очень легкая, она танцевальная, она веселая, забавная. Все уже пошутили про то, что вот этот вот хор в начале очень похож на заставку из сериала Диснея Ainty Farm, я не знаю, как по-русски он называется. Я, конечно, не думаю, что это какая-то там копипаста. Нет, просто такое используют. Такое бывает, но это забавно. Но несмотря на то, что трек весь такой легкий и приятный, он звучит весьма необычно и в целом дает такой намек на то, у меня что-то вот что вот это. И, короче, дает он такой намек на то, что альбом будет интересный и, скорее всего, местами необычный. И что уж точно понятно, что не такой, как дебютник и Fine Line. Второй трек Late Night Talking очень такая силксониковская песня, которую он представлял еще на качеле, где мы ее могли послушать вживую. Песня очень приятная, она, знаете, такая очень груви. И еще тогда было понятно, что, скорее всего, этот материал — это сингл. И так оно и есть. Сегодня как раз-таки официально отправили эту песню на американское радио. Соответственно, это сингл, промоушен, клип, выступление и все, что полагается. Я не могу сказать, что меня прям прет от этой песни, как, например, от Leave the Door Open Silk Соников, но в целом вайб довольно близкий, и от Гарри такое послушать очень даже приятно. Третья композиция Grape Juice, и, если честно, не зашло. Это что-то необычное, но вот на меня это как-то не подействовало. Возможно, пока что, но не подействовало. Вокально тут ничего особенного, просто эффект на голосе. Инструментально кажется, что они пытаются прийти в какую-то интересную точку, но этой точки они так и не достигают на протяжении всей композиции. Из-за этого она кажется какая-то вот не такая, чего-то в ней точно не хватает, а вот чего сказать трудно. Да и текст тоже ничем не выдающийся, весьма простенький, о каких-то мечтаниях или даже снах, о отношениях с человеком, которому когда-то было очень комфортно, хорошо, или же будет в будущем. То есть песня такая, знаете, абсолютно банальная в каком-то плане, но за счет того, что пытались что-то из нее слепить, она получилась не банальная, а просто странная.
Четвертая песня "As It Was", и тут я никого не удивлю, если буду петь дифирамбы этой песни. Это потрясающая композиция. Очевидно, что это лучший выбор для лид-сингла на этом альбоме. Она очень веселая, легкая, но при этом она настолько вайбовая, передает такое воздушное настроение, под которое хочется танцевать, но при этом песня не кажется какой-то пустышкой. Тут сработало все великолепно. Просто, вот знаете, когда песня на 10 из 10, то это песня на 10 из 10. И вот эта песня к ним относится. Надеюсь, мы впервые увидим Гарри в номинации на запись и песню года на Грэмми в следующем году. Пятый трек "Daylight", и тут уже, вот знаете, простую, красивенькую песню все-таки немножко лучше дожали, чем тот же Grape Juice, поэтому получилось приятнее. Тут мне нравится тематика, что Гарри рассказывает и рассуждает на тему того, как он переживал то, как его отверг человек, который ему очень нравился, и что он даже, так знаете, немножко ехидно и токсично, но двигался дальше и переживал это. Поэтому в целом трек зачетный. Шестая песня "Little Freak", и мне кажется, тут та же тема про те же отношения, что были в прошлой песне "Daylight". Опять же, песня про хорошие моменты в отношениях, и если это было про те, что раньше, то, наверное, был смысл поставить песню до, чтобы потом мы уже перешли к расставанию. Но особо суть это не меняет. Мне понравился текст, но музыкально песня, к сожалению, особо ничем не выделяется. Красивая ли это баллада? Да. Восхитительная? Ну нет. Зато седьмая песня "Матильда", вот это уже восхитительная баллада. Очень мне нравится тут припев и то, как он поет строчки "You can let it go, you can throw a party full of everyone you know and not invite your family cause they never showed your love. You don't have to be sorry for living and growing up". Не всегда в рифму, но очень красиво, и текст явно каждому будет понятен. Я в целом очень люблю, когда артист, знаете, немножко абстрагируется от себя, своей истории и переходит на другого человека. То есть тут, наверное, я вижу это то, как Гарри поет эту песню другому человеку про его ситуацию, поэтому это интересно, это больше раскрывает человека как автора и то, что он может смотреть на историю еще и глазами другого человека. Поэтому тут просто бесподобно. Восьмая песня "Cinema", тоже такая, знаете, очень груви песня, опять же, к теме Силсоника, наверное, поближе. Очень ровная в сравнении с остальным альбомом, и в целом, я думаю, как вы уже понимаете, альбом идет очень ровненько. Хорошо ли это или плохо, я скажу в конце. Девятая "Daydreaming", ну, хороша. Тут все сложилось вместе, и оркестровые вписались тоже классно. Все эти вот такие, знаете, вскрики, вопли, даже не знаю, как это назвать правильно. При прослушивании это все складывается в полноценную картинку, и это именно тогда, когда песня работает. Десятый трек "Keep Driving", наверное, самая кинематографичная песня на этом альбоме. Я вижу ее каким-то, знаете, саундтреком фильма или сериала, где герой уезжает в другую страну и начинает познавать для себя какой-то новый мир, учиться чему-то новому. И при этом это не какое-то, знаете, говно вроде "Эмили в Париже", а какой-то такой более добрый, интересный проект, что-то даже ближе к Диснею, я бы сказал. Но звучит здорово, мне нравится, и послушать тоже такую песню в плейлисте приятно. А вот 11-ю "Satellite" я бы по звучанию ближе отнес к каким-то очень странным делам сериалу. Мне тут нравится фальцет, мне не нравится роботизированная вставка в конце припева. Прекорус мне что-то напоминает все время, но я не могу понять, что. Самый крутой тут момент, конечно же, то, что песня начинается очень сдержанно, и в конце у нас взрыв оркестра, Гарины, вообще музыканты, Гарины. Музыканты Гарри вообще очень классные, звучат потрясающе, и в целом, как они работают, мне тоже нравится. Тут такой момент, наверное, ближе к треку "Fine Line" на прошлом альбоме, где у нас тоже было очень такое мягкое начало и полное буйство музыкальное в конце. Только тут они все-таки более сдержаны. Понравилась мне аналогия на то, что он вот поет и сравнивает человека, о котором он поет, с спутником, и что обычно через спутник мы смотрим на другие планеты, а тут вот мы на сам спутник вроде как обращаем внимание и а, смотрим вот на него сейчас. 12-й трек "Boyfriend".
Сейчас буду ругаться. Скажу сразу, дешевый байт с названием мне не нравится. Я не любитель такого. Я все понимаю, но подпитывать какие-то влажные фантазии тех самых шиперов, я думаю, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю, я не собираюсь, потому что это бред сумасшедших, и я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. И если у вас тут работает все как надо. Тему про квирбейтинг мы тоже поднимать не будем. Гарри имеет право требовать, чтобы его не причисляли никаким лейблом, и это правильно, это здорово, но с другой стороны, он сам так назвал песню, и я думаю, вы все прекрасно понимаете, что это часть маркетинга, и все это было продумано специально. Сама песня при этом простенькая и не сказать, что цепляющая, да и сам заложенный смысл, который объяснял позже Гарри о том, как парни пытаются использовать своих партнеров, обманывают их или там плохо относятся, тут в целом весьма очевиден, но так лениво исполнен и сделан и написан, что вот как-то относиться к этой песне серьезно даже не возникает мысли. А еще мне показалось, что тут мелодия напоминает или повторяет действительно финальную заставку из конца сериала «Друзья». Я вот вам сейчас покажу. Скажите, что вы думаете, вообще похоже или нет? Потому что, ну, тут такая непонятная ситуация, зато очень понятная ситуация будет в следующей песне, финальной песне на альбоме Love of My Life. Я не буду притворяться, что я не услышал то, что Гарри полностью по ноткам в другой просто тональности скопировал Welcome to the Black Parade at My Chemical Romance. Тут это просто максимально очевидно. Проблема в том, что никто из авторов My Chemical Romance не указан в авторах этой композиции. It goes like this. That's Love of My Life from Harry's House. Now, if we just take that up a couple of octaves, don't even need to change the key, but we rewind like a decade, we get... Можно ли его засудить на миллионы долларов? Можно, но я надеюсь, этого не будет, и они там порешают дела как-нибудь без суда. Но, несмотря на все это просто обалденный клоузинг альбома. Это очень красиво, очень мелодично. В целом, я считаю, здорово, что у нас тут сложилась одна такая полная картина, потому что музыка из трейлера к альбому оказалась финалочкой того самого альбома. Это все такое, знаете, вот окольцевалось в красивую завершенную историю. Песня при этом на 10 из 10 как музыкально, так и по тексту, так и по звучанию, по атмосфере. То есть тут все работает классно. Наверное, не настолько она впечатлила меня, как закрытие альбома Fine Line, где была сама же песня Fine Line, но тут это тоже сработало в точку, в сердечко. Ну и что, пора переходить к выводам по альбому. Наверное, мне кажется, что мое мнение будет не особо популярным, потому что так как я все-таки делаю обзор уже поздно, я вижу рецензии как критиков, так и обычных слушателей, и там случился такой, я бы сказал, разнобой. То есть критики оценили альбом намного выше. Что хочу сказать я? Я понимаю этот альбом. Я понимаю, почему он был сделан, я понимаю, с какой целью было выбрано такое звучание, я понимаю, почему он звучит именно так ровно, так цельно и так концептуально. А потому что я для себя недавно понял, что для меня цельность и концептуальность – это две разные вещи, и не всегда цельность равно концептуальность. Потому что, смотрите, например, концептуальный альбом, к примеру, Lemonade от Beyoncé, мелодрама от Lorde, Норман Факин Роквелл, Лана Дель Рей. Это альбомы, которые рассказывают нам одну большую, красивую, интересную историю, при этом будучи еще и концептуальными, когда они придерживаются одной стилистики, звучат выверенно и выдержанно. А есть, например, просто цельные альбомы, как, например, Anti от Рианы, который является цельным, красивым, но не особо концептуальным. Так вот, Гарри Стайлз с этим альбомом бьет в
концепцию. Именно в концепцию и в идею. И обычно такие альбомы, которые держатся на концепте, работают только в определенной эмоции. Я могу сравнить этот альбом с альбомом Solar Power от Lorde. Я могу сравнить его с Happier Than Ever от Билли Айлиш. Правда, у Билли там более разношерстное звучание, но при этом суть такая же. Я могу чем-то сравнить его с Ultraviolence Ланы Дель Рей. То есть это альбомы, которые работают на одной конкретной эмоции. Ultraviolence — тема абьюза, насилия, темных мыслей. Solar Power — тема единения с природой, какого-то внутреннего счастья и понимания самого себя и своей мудрости. Альбом Theory от Адель — принятие себя после тяжелого развода и движение вперед. Также и альбом Harry's House. Это эмоции человека, который пытается справиться с тем, что он сидит дома один. Это пандемийный альбом, Гарри это не раз повторял, и пытается справиться со своими эмоциями. И вот это именно вот эта вот линеечка этого альбома. Из-за этого он кажется таким ровным, из-за этого он кажется таким местами простоватым, из-за этого тут нет каких-то очень ярких или очень низких моментов, то есть все песни идут довольно ровно. Опять же, аналогия очень яркая, я думаю, все прекрасно помнят, Solar Power от Lorde и то, как я его расхваливал в прошлом году, и своих слов я не отказываюсь. Такие альбомы должны бить в настроение, и я прекрасно понимаю, что не у всех людей на момент прослушивания нового альбома Гарри Стайлза именно такое настроение было. Именно поэтому они могли просто-напросто его не прочувствовать. Мне, наверное, в каком-то плане повезло. Я такой, знаете, эмоциональный хамелеон, и я умею перестраиваться на разные эмоции в очень такой, знаете, быстрый, короткий промежуток времени. То есть мне нужно было первый раз послушать этот альбом, чтобы понять, то есть Гарри хочет, чтобы я этот слушал альбом, думая о карантине, о самом себе и то, как мне справиться со своими эмоциями во время такого важного переходного момента. Я быстренько перестроился на эту эмоцию, слушаю альбом заново, и я все понимаю. Наверное, поэтому этот альбом для меня работает. Я в нем вижу смысл, я все понимаю, и у меня не возникает каких-то жестких вопросов по звучанию, по тексту, ну, кроме, наверное, трека Boyfriend, который для меня особенно выделился как неудачная композиция, тут не отвертеться. При этом все остальные песни, даже если они там как-то что-то просело, что-то повыше, что-то более такое, знаете, обидное, приятное, веселое, как As It Was или Music for the Sushi Restaurant. Они при этом концептуальны, они складываются в единую картинку, которую я вижу, когда слушаю этот альбом. Поэтому, если судить с позиции все-таки музыкального критика, кем я, пытаюсь быть, для кого-то есть, для кого-то нет, хотя бы музыкального обзорщика, я скажу очень такую спорную для вас вещь, я уверен. Лучше ли этот альбом, чем дебютник? Да. Лучше ли этот альбом, чем Fine Line? Возможно. Потому что это его первый концептуальный альбом. Fine Line и дебютник были цельными, да, но не концептуальными. А тут у Гарри уже получилось создать концепт, идею, четкую линию повествования и сделать из этого историю от до. Такие альбомы делаются не так-то и просто, скажу я вам, и встречаются они не так часто. Именно поэтому я готов сказать, что этот альбом получился отличным. Это не сингловый альбом от поп-певца, который мы ожидаем от Эда Ширана, Бруно Марса, его же коллег там, Найла Хоррена, еще кого-то нет. Этот альбом — история. Этот альбом — такая вот небольшая маленькая книжечка, которую надо читать от первой страницы до последней. И еще этот альбом — это та линия настроения, в которую нужно попасть. То есть, например, для меня Ultraviolence является, наверное, одним из более слабых альбомов Ланы Дель Рей, потому что я не попадаю в настроение Ultraviolence. При этом Lorde и Solar Power для меня работает отлично, потому что я вовремя и по настроению слушал этот альбом, полностью его заценил, и сейчас вот готов к нему вернуться с тем, как приходит лето. Точно так же и Harry's House — это для меня альбом, который
Очень такой легкий и довольно летний, но если Solar Power — это лето теплое на пляже, где ты там танцуешь и просто отлично проводишь время, то Harry's House — это альбом для теплых, дождливых летних деньков. Именно поэтому я ставлю альбому Harry's House на данный момент оценку 8.2 из 10. И опять же вернусь к тому, лучше ли это, чем Fine Line, потому что, ну, альбомы артиста между собой сравнивать допустимо. Я пока не готов четко ответить на этот вопрос, потому что, естественно, альбому нужно дать немного времени, но я отвечу на этот вопрос явно в конце года. Но сильная ли эта заявка? Я считаю, да. Вот, наверное, все, что я хотел на данный момент сказать по новому альбому Гарри Стайлза. Обязательно напишите в комментарии, как вам его альбом, что вы думаете, в каком настроении вы его слушали, сработал ли он у вас как цельный проект, или вам все-таки понравились какие-то отдельные песни, какие песни вы считаете худшие, Boyfriend, и как у вас вообще общее впечатление. Жду любых комментов, обожаю их читать, надеюсь, вы это знаете. И спасибо всем тем, кто посмотрел этот ролик, даже несмотря на то, что я как бы, ну, сильно опоздал. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.